Всем привет! Это «Наука побеждать», и мы вместе со Слайдом продолжаем разбирать карту «Рудники». Сегодня поговорим об игре со второй базой. Итак, «Рудники» — верхняя база. Стандартный разъезд при игре нашим сетапом выглядит следующим образом. 90-ка отправляем на гору в F5. Сотку и тройку оставляем на подъеме в D5. Еще один ИС ставим под склон в D4. Вторая сотка едет под камень в E4. Т1 подсвечиваем фланги. Один ставим в куст на C8, другой на остров в F2. Со своими позициями разобрались. Теперь поговорим о том, чего ждать от противников. Аналогично предыдущему выпуску рассмотрим наиболее частые ситуации. Допустим, у соперника 2 светляка и 5 тяжей. Без труда забираем гору и смотрим на разъезд вражеской техники. Обратите внимание на нашу сотку в Е4. Играя против медленных сетапов, эту позицию можно занимать не засвечиваясь. Поэтому сюда отправляем тот АМХ, что доедет быстрее. Он приезжает, прячется за камень и до поры до времени не показывается. Другая важная деталь — игра 90-ка. Передвигаться по горе нужно предельно осторожно. Многие танкисты неосмотрительно вылезают из кустов F6 и, как правило, там же и оставляют свой танк. Не повторяйте их ошибок. Мелочь, о которой не стоит забывать — куст на острове в H1. Часто там стоит один из вражеских брелков, поэтому задача нашего светляка — периодически туда стрелять. Нередко это приносит результат. В остальном действуем все по тем же принципам, что и при игре с нижней базы. Если соперники рашат через центр, устраиваем перекрестный огонь. Для этого у нас есть 90-к на горе и сотка в Е4. В такой ситуации шансов у врагов практически нет. Если противники едут на гору, та же самая сотка в Е4 без помех разряжает по ним весь барабан. За это время 90-к уходит в безопасное место, а остальные наши восьмерки идут в контрнаступление. Команда соперника уже серьезно просела по очкам прочности, и нам остается лишь доиграть бой, не теряя концентрации. Часто бывает, что вражеская команда не лезет вперед и занимает позиции под горой, а также у своей базы. В такой ситуации гора не дает нам особого преимущества, и за победу придется серьезно побороться. Незаметно для соперников перегоняем 90-ка на остров. Если вражеский Т1 на воде еще жив, то пускаем вперед свой брелок и страхуем его французам. В это время одна из троек занимает позицию центрального камня. Отсюда можно стрелять как в H1, так и в К4. Еще один из 3 сотка становится на горе. Забрав воду, берем тяжи и методично наносим урон 90-кам. Получив преимущество, идем в атаку. И помните, сначала ИСы танкуют, сотки держатся за ними, потом наоборот. Сотки должны полностью разрядить свои барабаны, после чего прикрыть оставшихся товарищей. Равномерно распределяем полученный урон, чтобы не терять танки. Делаем все по науке и закономерно побеждаем. В похожем стиле играем против соперников с ПТ. Наличие этого класса техники практически гарантирует, что враг окопается у своей базы. Самые популярные места ПТ — это кусты в К4 и J6, поэтому при любом удобном случае разряжаемся туда вслепую. Также не забывайте, что из кустов в F2 можно стрелять по технике в F4 и F5. Установка на бой все та же, получаем преимущество по очкам прочности, перезаряжаем барабаны и идем в атаку. Вопрос, который волнует многих: что делать против зеркального сетапа? Начальный разъезд все тот же, а вот дальше многое будет зависеть от индивидуального мастерства танкистов. И тут есть пара важных деталей, которые можно и нужно использовать. Играя с верхней базы, занять гору легче. В большинстве случаев наш ЛТ будет там раньше вражеского. Благодаря этому можно занять более выгодную позицию, лучше свестись или просто перегородить сопернику путь. Последний прием довольно рискованный, и его стоит применять лишь тогда, когда у ваших троек хорошие стартовые позиции. В любом случае, оба советских тяжа сразу едут в D4 и сводятся в E5. Если хотя бы один из них попадает в цель, то исход боя практически решен. 90-к без проблем добивает вражеский ЛТ, а дальше используем преимущество в 1/8. Сложнее придется, если сетап противника быстрее нашего. Лезть на гору в такой ситуации не имеет смысла, поэтому начальный разъезд иной. 1 сотку ставим на балкон, 2 под гору. 2 тройки тоже отправляем под гору, но через D4.
Вероятность, что они попадут во вражеский ЛТ, крайне мала, но попробовать стоит. Единички едут по стандарту, а вот 90-ка сразу отправляем на остров. Причем сначала ставим его в D1. Иногда оттуда можно сделать пару выстрелов в Е5. При таком раскладе сил мы специально отдаем инициативу сопернику и ловим его на ошибках. Тройки танкуют в центре, французы прикрывают с балкона и острова. При этом 90-к в любой момент готов сорваться в D4. Получаем преимущество по очкам прочности, готовим атаку и рашим через центр. А на сегодня это все. Не забудьте подписаться на наш канал. Свои вопросы оставляйте в комментариях к видео. В следующем выпуске Слайд ответит на самые интересные из них. Всем пока!